В Индии запретили на 5 лет организацию «Народный фронт» и связанные с ней 8 организаций. Активисты занимались проблемами, с которыми сталкиваются маргинальные группы, в частности, мусульмане. Вместе с другими группами сообща они боролись за права коренных общин и религиозных меньшинств. Но правительство посчитало деятельность Народного фронта угрозой целостности государства. В результате многочисленных рейдов были арестованы десятки представителей организации. Их обвинили в причастности к терроризму. Критики заявили, что было представлено слишком мало доказательств, связывающих активистов с преступлениями, добавив, что правительство в то же время игнорирует насилие, совершаемое ультраправыми индуистскими организациями. Комментируя ситуацию с запретом Народного фронта, профессор социологии и антропологии Университета Ибн Халдуна в Стамбуле и эксперт по индийской политике Ифран Ахмад в интервью Аль-Джазире заявил: правительство перечисляет множество обвинений, но не приводит убедительных объективных доказательств. Это не означает, что члены Народного фронта Индии не прибегали к насилию. Есть печально известный случай нападения представителей Народного фронта на профессора Кералы в 2010 году. Но организация осудила жестокое нападение и дистанцировалась от нападавших. Кроме того, профессор подчеркнул, правительство само использует политику террора. Нынешнее господство террора проявляется, например, в линчевании мусульман средь бела дня, сносе их домов бульдозерами под аплодисменты индусов, запрете ношения хиджаба и бороды и в призывах радикальных индуистов к геноциду мусульман. По мнению профессора, во многих отношениях дискурс терроризма в Индии является почти фотокопией западного. Как в США, так и в Индии политики и средства массовой информации часто изображают терроризм как угрозу демократии. Однако властям удобно забывать, что жизни столь многих граждан и неграждан были терроризированы предполагаемыми защитниками прав человека и верховенства закона во имя демократии. Даже будучи оправданными судом, так называемые террористы и члены их семей продолжают жить в состоянии террора. Друзья, родственники и гражданские активисты, на их взгляд борющиеся за демократию, предпочитают не иметь с ними никаких отношений. Ума-класс – это онлайн-школа для детей любого возраста. Вся школьная программа, официальное зачисление в любое время года, удобная IT-платформа, получение базовых шариатских знаний, углубленное изучение арабского и английского языков. Получите бесплатную консультацию на сайте umaclass.ru. Ссылка в описании.